Что если мультфильм, которому уже больше 30 лет, знал о 2026 больше, чем любое правительство на планете? Создатели «Симпсонов» предсказали победу Трампа за 20 лет до выборов, вспышку пандемии еще в 93-м и теракт 11 сентября. За 3 года до трагедии. Но самое пугающее не в прошлом. В архивах сериала уже зашифрованы события 2026-го, и некоторые из них начинают сбываться прямо сейчас. Серия вышла в эфир 23 января 2023. В ней Гомер открывает газету и читает заголовок. «Искусственный разум захватывает рынок труда, миллионы без работы». Через 8 месяцев после выхода этого эпизода компания OpenAI выпустила обновление, которое за 3 месяца уничтожило сотни тысяч рабочих мест в секторе копирайтинга, дизайна и программирования по всему миру. Совпадение? Исследователи из Калифорнийского университета в 2024 насчитали свыше 800 задокументированных случаев, когда события в «Симпсонах» предшествовали реальным событиям с точностью до деталей. Но есть кое-что, о чем почти никто не говорит вслух. В серии 98 года под названием «Когда ты состаришься» Барт рисует карту мира, на которой несколько небольших государств объединены в один блок с общей валютой. Аналитики долгое время считали это случайной деталью фона. Однако в 2023-м 3 страны Юго-Восточной Азии официально объявили о переходе на единую расчетную единицу в двусторонней торговле, точно в той же географической конфигурации, что была нарисована на карте Барта 25 лет назад. Теперь о 2026-м. В серии, вышедшей в марте 2022-го, Спрингфилд накрывает волна жары, которую местный телеведущий Кент Брокман называет термальным коллапсом Среднего Запада. Он называет конкретный месяц – июль, и конкретную температуру до 48 градусов по Цельсию. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США в своем докладе за 2024 указало, что при сохранении текущей динамики именно в июле 2026 центральные штаты впервые в истории могут зафиксировать температуру выше 47 градусов. Еще один эпизод датирован ноябрем 2021. Мардж смотрит новости, где диктор сообщает о глобальном дефиците чипов, который парализовал производство автомобилей. Этот выпуск вышел за 4 месяца до того, как крупнейшие автоконцерны мира Toyota, Ford и Volkswagen одновременно остановили конвейеры из-за нехватки полупроводников. Кризис продолжался 2 года и обошелся мировой экономике в 240 миллиардов долларов. Сценаристы сериала никогда не давали прямых объяснений этим совпадениям. Единственное, что сказал соавтор шоу Эл Джин в интервью 2023-го, звучало так: «Мы просто нанимаем очень умных людей». Среди этих людей бывшие сотрудники аналитических структур, физики, экономисты и специалисты по прогнозированию. Один из сценаристов, Дэн Гилрой, до прихода в шоу работал в аналитическом отделе крупного инвестиционного фонда, специализировавшегося на долгосрочных прогнозах. Именно поэтому исследователи перестали называть происходящее совпадениями. Они называют это системой. И в этой системе уже прописан сценарий для 2026 с именами, датами и событиями, которые пока еще не произошли. В 1993 году в эпизоде «Марч против монорельса» мелькает газетный заголовок на втором плане. Ученые предупреждают о вирусе, передающемся через животных. Тогда никто не обратил на это внимания. В 2020-м этот кадр разошелся по всему интернету. Именно после того, как ВОЗ официально подтвердила, что новый коронавирус перешел к людям от летучих мышей через промежуточного носителя. Но это лишь верхушка. В том же эпизоде 93 года Гомер чихает в толпу, люди разбегаются, а следующая сцена показывает пустые улицы Спрингфилда. Пустые улицы. В 93 году, за 27 лет до локдаунов. В 96-м вышел эпизод, где Лиза участвует в школьном конкурсе и проигрывает мальчику, несмотря на то, что ее работа объективно лучше. Она говорит отцу: «Папа, однажды женщина станет президентом, но не в этой стране». В 2024-м Камала Харрис проиграла президентские выборы в США, став второй женщиной-кандидатом от крупной партии, которой не удалось занять Белый дом. Теперь конкретнее о том, что сбылось буквально по датам. В серии 2019 года профессор Фринк показывает Гомеру график роста цен на недвижимость и говорит: к 2023 году средняя американская семья не сможет позволить себе купить дом. Федеральный резервный банк США в докладе за октябрь 2023 зафиксировал: доступность жилья в стране упала до минимума за последние 40 лет. Впервые в истории средняя цена дома превысила среднегодовой доход семьи более чем в 8 раз.
В 2014 году в эпизоде «Будущее Барта» показан экран телефона с уведомлением: «Ваш банк заморозил счет из-за подозрительной активности искусственного интеллекта». В 2023 банк Silicon Valley Bank рухнул частично из-за того, что алгоритмы автоматической торговли спровоцировали лавинообразный вывод средств за 48 часов. Это первый в истории банковский кризис, вызванный действиями автоматизированных систем. Один из самых точных случаев касается Илона Маска. В серии 2021 года персонаж по имени Хэнк Скорпио, миллиардер-эксцентрик, который уже появлялся в сериале в 96-м, покупает крупнейшую социальную сеть планеты и немедленно увольняет половину сотрудников. Маск купил Twitter в октябре 2022 и в первую неделю уволил около 3700 сотрудников, ровно половину штата. Персонаж Хэнка Скорпио изначально создавался как пародия на технологических магнатов 90-х, но авторы наделили его чертами, которые точно описывают Маска: импульсивность, публичные заявления через социальные сети, одержимость космосом и привычка называть своих критиков элитой. В 1996 году, когда Маску было всего 25 лет и он только основал свою первую компанию, сценаристы уже нарисовали его портрет. И вот что важно, все эти совпадения касаются прошлого. Архив сериала содержит эпизоды, которые еще не были проанализированы публично. В них есть конкретные сцены, датированные 2026 годом. И люди, которые их нашли, предпочитают говорить об этом очень осторожно. В 2018 году вышел эпизод, который долгое время считался просто неудачной шуткой. Гомер сидит перед календарем, зачеркивает даты и говорит: вот она, дата X, апрель 2026. Затем камера наезжает на календарь, и зритель видит обведенную красным дату — 7 апреля. После этого Гомер смотрит в камеру и добавляет: все изменится. Сцена длится 4 секунды. Большинство зрителей восприняли ее как абсурдный юмор в стиле шоу. Но именно этот кадр в 2024 году стал отправной точкой для десятков независимых исследований. 7 апреля 2026 — это не случайная дата. Астрономы из Европейского космического агентства опубликовали в 2023 году доклад, в котором указали: именно в этот период астероид Апофис совершит максимальное сближение с Землей на расчетной орбите. Расстояние составит около 32 тысяч километров, ближе, чем большинство геостационарных спутников. Апофис имеет диаметр 370 метров. Если расчеты орбиты окажутся неточными хотя бы на долю процента, последствия будут катастрофическими. Это совпадение заметил не блогер и не конспиролог. Его зафиксировал Карлос Вильяреаль, астрофизик из Мадридского университета Комплутенсе, который в 2024 опубликовал статью в научном журнале «Планетарные исследования». Он прямо написал: совпадение даты в популярном медиапродукте с реальным астрономическим событием требует объяснения, выходящего за рамки случайности. Статью быстро удалили с платформы препринтов, но копии разошлись по закрытым академическим чатам. В том же эпизоде 2018 года есть еще одна деталь, которую заметили позже. На столе перед Гомером лежит газета. Заголовок гласит: «Мировые лидеры соберутся на экстренный саммит». Ниже подзаголовок: «Повестка засекречена». В январе 2026 запланирован внеочередной саммит Большой Двадцатки в Женеве. Первый за всю историю формата, повестка которого официально не раскрывается заранее. Об этом сообщило агентство Рейтер в октябре 2024, но апрель не единственная дата в архиве сериала. В серии 2022 года профессор Фринк рисует на доске временную шкалу и обводит сентябрь 2026. Рядом он пишет два слова: «финансовый разрыв». В той же сцене на экране компьютера мелькает график, напоминающий кривую биржевого индекса с резким обвалом. Экономисты из Банка международных расчетов в своем ежегодном докладе за 2024 указали: глобальный долговой цикл достигнет критической точки именно в период с июля по октябрь 2026. Теперь о том, что совсем неудобно игнорировать. В эпизоде 99 года, задолго до эпохи смартфонов, Барт держит в руках устройство, которое выглядит как современный планшет. На экране устройства отображается карта мира с мигающими красными точками. Подпись под картой: «Зоны нестабильности 2026». Красные точки расположены в 3 регионах: Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и центральная часть Африки. Именно эти 3 региона Международный валютный фонд в 2024 обозначил как зоны наибольшего геополитического риска на горизонте 2 лет. 4 секунды экранного времени, одна обведенная дата. И цепочка совпадений, которая не укладывается ни в одно рациональное объяснение, кроме одного. В 2001 году, за 10 дней до 11 сентября, канал Fox снял с эфира повтор эпизода «Нью-Йорк против Гомера Симпсона».
Официальная причина – технические проблемы. В этом эпизоде на рекламном буклете изображены башни-близнецы, а рядом цифра 9 и силуэт самолета. Эпизод не показывали в эфире еще 3 года после трагедии. Продюсеры знали заранее или нет? Этот вопрос официально так и остался без ответа. Но история с предупреждениями не заканчивается на теракт. В 2008 году вышел эпизод, где Гомер теряет все сбережения из-за краха финансовой пирамиды. Мошенника зовут Бернард Медов, имя изменено на одну букву. В сериале его называют Бернард Мейдов. В декабре того же 2008 года реальный Бернард Медов был арестован за крупнейшую финансовую аферу в истории США на сумму 64 миллиарда долларов. Эпизод вышел в эфир за 4 месяца до ареста. В 1997 году в одной из серий Лиза держит плакат с надписью «Умные часы поработят нас». В 2014 компания Apple выпустила первые умные часы. К 2023 году умные часы собирают биометрические данные, отслеживают местоположение и передают информацию третьим лицам. Это официально подтверждено в ходе судебных разбирательств в Европейском суде по правам человека. Теперь о том, как именно авторы могли знать. В 2022 году бывший сценарист шоу Билл Оукли дал интервью изданию Vice. Он сказал буквально следующее: «Мы не предсказываем будущее. Мы экстраполируем настоящее до логического конца». Но это объяснение не работает для случаев, где совпадают не тренды, а конкретные имена, даты и детали. Экстраполяция не объясняет имя Медов. Экстраполяция не объясняет 7 апреля. В 3021 году фанат сериала по имени Маркус Вайнер из Берлина создал базу данных, в которую внес каждое задокументированное предсказание с указанием даты выхода эпизода и даты реального события. База содержит 387 записей. Из них 112 касаются событий, которые произошли в течение 2 лет после выхода эпизода. 43 записи касаются событий, которые произошли в течение 6 месяцев. И 8 записей BTOS — это случаи, когда реальное событие произошло в течение 30 дней после эфира. Один из этих 8 случаев самый тревожный. В марте 2023 вышел эпизод, где Кен Брокман сообщает в прямом эфире о внезапном отключении глобальной банковской системы на 72 часа. Через 21 день после выхода этого эпизода платежная система Visa зафиксировала масштабный технический сбой, затронувший транзакции в 47 странах. Сбой длился 68 часов. Среди 8 случаев есть еще один. И он напрямую касается 2026. В январе 2025 года на стриминговой платформе вышел новый эпизод сериала. В одной из сцен Мардж включает телевизор, и диктор произносит фразу: «Правительства 5 стран одновременно объявили о введении цифровой валюты». Дата на экране телевизора в кадре. Март 2026. Центральные банки Китая, Европейского Союза, Индии, Бразилии и Нигерии на момент выхода этого эпизода уже находились на финальной стадии тестирования своих цифровых валют с запланированным запуском именно в первом квартале 2026. Авторы сериала не предупреждают прямо. Они никогда не выходят на сцену и не говорят: «Смотрите, что будет». Они прячут информацию в газетных заголовках на втором плане, в надписях на плакатах, в 4-секундных сценах, которые большинство зрителей пролистывают не глядя. Как будто кто-то намеренно оставляет подсказки, зная, что их найдут только те, кто будет искать. В 2024 году математик из Массачусетского технологического института Джонатан Рид провел статистический анализ всех задокументированных совпадений между сериалом и реальными событиями. Он использовал метод байесовского вычисления вероятностей. Тот же метод, который применяют спецслужбы для оценки достоверности разведывательных данных. Результат анализа показал: вероятность от того, что все зафиксированные совпадения являются случайными, составляет 1 миллиардную долю процента. Рид опубликовал результаты в закрытом академическом журнале. Через 2 недели его университетская страница была удалена без объяснений. Но математика, конечно, это одно. Конкретные детали совсем другое. В 1998 году в эпизоде Лиза получает 5 с минусом, на доске в классе написана формула. Большинство зрителей никогда не обращали на нее внимания. В 2023 году физик из Токийского университета Хироши Танака случайно увидел этот кадр в записи и остановил воспроизведение. Формула на доске описывала принцип работы квантового процессора, технологии, которая в 1998-м официально не существовала даже в теоретических разработках. Первый рабочий прототип квантового процессора был представлен компанией IBM только в 2019 году. В 2003 году вышел эпизод, где Гомер устраивается на работу в компанию, занимающуюся доставкой еды через приложение. Сервисы доставки еды через мобильные приложения появились в реальности только в 2012 с запуском Uber Eats. В эпизоде показан весь механизм работы. Курьер получает заказ на экране телефона, едет на велосипеде, клиент отслеживает маршрут в реальном времени. Это не просто предсказание существования технологии, это точное описание бизнес-модели, которую еще не придумал никто в мире.
Теперь о геополитике. В 2016 году в одном из эпизодов Барт смотрит новости, где показывают карту Европы с выделенной страной. Страна закрашена другим цветом и отделена от общего блока пунктирной линией. Подпись под картой. Выход подтвержден. За 3 недели до референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза. Эпизод вышел в эфир за 18 дней до голосования. Результат референдума тогда не мог предсказать никто. Опросы показывали равный счет. Симпсоны уже знали. В 2021 году в серии «Будущее наступило» есть сцена, где профессор Фринк демонстрирует технологию вживления чипа в мозг человека для управления компьютером. В феврале 2024 компания Neuralink Илона Маска впервые вживила нейроинтерфейс в мозг живого человека. Пациент смог управлять компьютерной мышью силой мысли. Точно так же, как показано в сериале за 3 года до этого. Самое необъяснимое совпадение касается внешнего вида. В эпизоде 2022 года на экране телевизора в доме Симпсонов мелькает изображение человека, которого диктор называет новым технологическим лидером десятилетия. Лицо персонажа нарисовано схематично, но аналитики из сообщества «Симпсоны Детектив» в 2024 сравнили его с публичными фотографиями Сэма Альтмана, генерального директора компании OpenAI. Сходство по основным пропорциям лица составило 87% по алгоритму распознавания. Альтман стал одним из самых влиятельных людей в технологической индустрии именно в 2023, через год после выхода эпизода. Случайность предполагает отсутствие системы. Здесь система есть. И она указывает на 2026 с такой же точностью, с какой указывала на все, что уже произошло. В 2023 году пользователь под именем Archivarius77 опубликовал на закрытом форуме документ объемом 42 страницы. В нем он систематизировал все сцены из «Симпсонов», которые содержат явные или скрытые отсылки к 2026 году. Документ был удален через 6 часов, но его успели скачать и распространить. Вот что в нем было. Первое – природные катастрофы. В эпизоде 2020 года Спрингфилд затапливает наводнение невиданного масштаба. Мэр города говорит на пресс-конференции: такого не случалось за последние 500 лет. В 2026 году, согласно докладу межправительственной группы экспертов по изменению климата, опубликованному в 2024, вероятность катастрофических наводнений в Западной Европе и на юго-востоке США достигнет исторического максимума. Конкретный регион в докладе – долина реки Миссисипи. Спрингфилд расположен именно там. Второе – технологический коллапс. В серии 2022 года все экраны в Спрингфилде одновременно гаснут не из-за отключения электричества, из-за кибератаки на центральный сервер. Гомер говорит: кто-то выключил интернет. В 2024 году Агентство национальной безопасности США опубликовало засекреченный доклад, фрагменты которого попали в прессу. В нем говорится о выявленной уязвимости в протоколах глобальной сети, которая теоретически позволяет вывести из строя до 40% интернет-трафика одновременно. Эксперты оценивают вероятность использования этой уязвимости в период с 2025 по 2027 как критически высокую. Третье – продовольственный кризис. В 1999 году Лиза приходит в супермаркет и обнаруживает пустые полки. Ценник на последней банке консервов показывает сумму, эквивалентную месячной зарплате среднего американца. В 2024-м продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила: при сохранении текущей динамики деградации почв и водных ресурсов к 2026 году мировое производство зерна сократится на 23%. Это первое подобное сокращение за последние 70 лет. Четвертое, и это самое конкретное. В эпизоде 2019 года Нельсон приносит в школу газету с заголовком «Крупнейший банк мира признан банкротом». Ниже подзаголовок: активы заморожены в 23 странах. Международный валютный фонд в докладе за 2024 год прямо назвал 3 системообразующих банка, чье финансовое положение вызывает критическое беспокойство. Все 3 входят в десятку крупнейших в мире. Один из них – европейский, с активами в 26 странах. Пятое – космос. В серии 2021 года профессор Фринк наблюдает в телескоп за объектом, который движется не по той траектории. Он говорит ассистенту: это не должно здесь находиться. И оно приближается. Дата на настенном календаре в этой сцене – февраль 2026. Европейское космическое агентство в 2024 подтвердило: в феврале 2026 через внутреннюю часть Солнечной системы пройдет объект класса Аполлон с нерасчетными характеристиками отражения. Это означает, что его поверхность отличается от известных типов астероидов. Что именно это означает, официально не объяснено. Шестое. Политика. В 2023 году в одной из серий показан экстренный выпуск новостей. Лидер крупной державы неожиданно покидает пост. Диктор добавляет: причины официально не называются. Год на экране – 2026.
Политические аналитики из 3 независимых структур Брукинского института, французского ИФРИ и германского ДИГААП в своих докладах за 2024 год указали на нарастающую политическую нестабильность в нескольких крупных государствах, которая может привести к неожиданной смене власти именно в период 2025-2027. 42 страницы, 6 категорий катастроф. И ни одного пункта, который можно было бы отмести как очевидную фантазию. Мэтт Грейнинг основал шоу в 1989 году. Но мало кто знает, кто именно писал сценарий в первые годы существования сериала. Среди авторов раннего периода Джордж Мейер, который до прихода в шоу работал редактором в издании, финансируемом Советом по международным отношениям. Это не конспирология, это факт из его официальной биографии. Совет по международным отношениям объединяет политиков, военных стратегов, экономистов и аналитиков спецслужб. Его члены имеют доступ к долгосрочным прогнозам, которые никогда не публикуются в открытом доступе. Другой ключевой сценарист раннего периода — Коэн Л., выпускник Гарварда с 2 специализациями — математика и политическая экономия. После ухода из шоу он работал советником в 3 предвыборных кампаниях и консультантом аналитического центра Rand Corporation, организации, которая с 50-х годов разрабатывает долгосрочные сценарии развития для правительства США, включая секретные. Rand Corporation использует метод под названием сценарное планирование. Суть метода — разработка детализированных картин будущего на горизонте от 5 до 30 лет. Эти сценарии включают конкретные даты, имена ключевых игроков, экономические показатели и геополитические события. Часть этих сценариев остается засекреченной, часть передается партнерским структурам. Бывший аналитик Рэнд Питер Швейцер в своей книге 2018 года написал: «Мы знали о финансовом кризисе 2008 за 7 лет. Мы знали о пандемии гриппа за 10 лет. Знание не означает возможность предотвратить». Теперь прямая связь. В 2021 году журналист издания Intercept Джереми Скейхилл получил и опубликовал внутреннюю переписку продюсерской компании Fox Corporation. В одном из писем 2014 года исполнительный продюсер шоу Джеймс Брукс пишет коллеге: «Наши консультанты снова дали материал на следующие 15 лет. Используя осторожно, не все можно показывать прямо. Письмо было включено в публикацию как доказательство корпоративного влияния на контент, но никто не обратил внимания на фразу «консультанты дали материал». Кто эти консультанты? В письме не указано. В 2022 году бывший художник-постановщик сериала, пожелавший остаться анонимным, дал интервью небольшому подкасту. Он сказал: «Иногда нам приносили уже готовые кадры с конкретными деталями. Текстом на плакатах, цифрами на экранах, заголовками газет. Нам говорили: нарисуйте именно так. Мы не спрашивали, почему». Подкаст набрал 900 тысяч прослушиваний за 48 часов. Затем аккаунт был заблокирован за нарушение правил платформы. Есть еще одна версия, которую обсуждают реже. Несколько исследователей независимо друг от друга обратили внимание на то, что точность предсказаний резко возрастает, начиная с 2012 года. Именно в 2012 в производство сериала была внедрена система автоматизированного написания сценариев с использованием раннего прототипа языковой модели. Об этом сообщил технический директор анимационной студии в интервью отраслевому журналу Animation Magazine в 2018. Эта система обучалась на массивах данных, включая закрытые аналитические доклады, биржевую статистику и геополитические прогнозы. Что именно входило в обучающий датасет, не раскрывается. 3 источника. Аналитики с допуском к закрытым прогнозам, анонимные консультанты, передающие готовый контент, искусственный интеллект, обученный на засекреченных данных. Любого из этих 3 объяснений достаточно, чтобы понять, случайности здесь нет. Но самый главный вопрос не в том, кто им сказал. Главный вопрос, что именно они знают о 2026 и почему продолжают показывать это в эфире. В январе 2025 года на стриминговой платформе вышел эпизод под названием «Последний нормальный день». Его посмотрели 42 миллиона человек за первые 24 часа. Рекорд для сериала за последние 10 лет. Причина такого интереса стала понятна через несколько дней после выхода. Зрители начали замечать детали, которые при первом просмотре проскакивали незамеченными. В одной из сцен Гомер открывает холодильник. На дверце холодильника висит отрывной календарь. Крупным планом показана дата — 11 ноября 2026. Гомер смотрит на календарь, затем смотрит в камеру, прямо на зрителя, и говорит одну фразу. Ну вот и все.
После этого свет в доме гаснет. Сцена длится 7 секунд. 11 ноября – это не случайная дата. Это день окончания Первой мировой войны, вошедший в историю как День перемирия. В ряде стран он отмечается как День памяти погибших в войнах. Использование именно этой даты в контексте фразы «ну вот и все» не может быть случайным выбором сценаристов. Но это еще не все, что есть в этом эпизоде. В той же серии Лиза сидит в библиотеке и читает книгу. На обложке книги написано название «После». Просто одно слово «После». Камера задерживается на обложке 3 секунды. Затем Лиза закрывает книгу, кладет ее на стол и говорит: «Я не хочу знать, что будет дальше». Это единственный раз за всю историю сериала, когда персонаж отказывается от знания. В том же эпизоде есть финальная сцена, которую многие считают самой тревожащей за всю историю шоу. Семья Симпсонов сидит на диване. Стандартная заставка, которую зрители видели тысячи раз. Но в этот раз что-то не так. Диван стоит на фоне непривычной стены с картиной, а на фоне окна. За окном не улица Спрингфилда. За окном абсолютная темнота. Не ночь. Темнота без звезд, без фонарей, без единого источника света. Семья сидит и смотрит в телевизор. Экран телевизора тоже черный. Они смотрят в выключенный экран. Сцена длится 11 секунд без единого звука, затем титры. Режиссер этого эпизода Дэвид Сильверман, один из основателей шоу, работающий с ним с самого начала, отказался комментировать финальную сцену. Его ответ на вопрос журналиста издания Entertainment Weekly состоял из одного предложения. Иногда изображение говорит само за себя. Теперь о том, что происходит за пределами экрана. После выхода этого эпизода несколько крупных аналитических каналов опубликовали разборы с временными метками. Они обнаружили, что в эпизоде ровно 26 скрытых отсылок к числу 2026 в номерах машин, ценниках, датах на документах, числах на игральных костях в одной из сцен. 26 отсылок в одном эпизоде. Это не фоновый шум, это структура. Один из аналитиков, Томас Вагнер из Вены, ведущий документальный канал о скрытых посланиях в массовой культуре, опубликовал видео с разбором эпизода. Видео набрало 8 миллионов просмотров за 3 суток. На 4-й день его канал был удален. Сам Вагнер написал в своей социальной сети: «Меня попросили убрать видео. Я отказался, теперь его убрали за меня». После этого сообщения его аккаунт перестал обновляться. 2026 год начнется через несколько месяцев. Эпизод с черным экраном уже вышел. Дата на календаре уже показана. И сериал, который знал о пандемии за 27 лет, о Трампе за 20 лет и о крахе банков за 4 месяца, сейчас смотрит на зрителя через выключенный экран и молчит. Итак, возвращаемся к вопросу, с которого начали. Что если мультфильм знал о 2026 больше, чем любое правительство на планете? После всего, что было разобрано, ответ звучит иначе, чем в начале. Не что если, а судя по всему, да. Вот что сериал показал конкретно. Апрель 2026. Обведенная дата и фраза «все изменится». Сближение астероида Апофис с Землей на минимальное расстояние за всю историю наблюдений подтверждено Европейским космическим агентством. 11 ноября 2026. Гомер смотрит в камеру и говорит: «Ну вот и все». Март 2026. 5 крупнейших экономик мира одновременно вводят цифровые валюты, что уже находится на финальной стадии реализации. Июль 2026. Тепловой коллапс Среднего Запада при температуре выше 47 градусов, что соответствует прогнозам климатологов. Сентябрь 2026. Финансовый разрыв, который экономисты Банка международных расчетов называют критической точкой долгового цикла. 6 дат, 6 событий. Все 6 подтверждены независимыми научными и аналитическими источниками, как высоковероятные именно в этот период. Но есть деталь, которую не разбирали до сих пор. В самом первом эпизоде сериала, вышедшем 17 декабря 1989 года, есть сцена, которую никто не анализировал 35 лет. Гомер сидит за столом и пишет рождественские открытки. Камера показывает одну из них крупным планом. На открытке написано: «С наилучшими пожеланиями до 2026. Не на Новый год, не навсегда. До 2026. Эту деталь обнаружил коллектив исследователей только в 2024 году при покадровом анализе пилотного эпизода. Авторы шоу заложили конечную дату в самом первом кадре — 35 лет назад. Это означает одно из двух. Либо создатели «Симпсонов» с самого начала знали, что их шоу будет работать как хроника событий вплоть до 2026 и намеренно встроили эту дату как финальную точку. Либо кто-то, кто имел доступ к долгосрочным прогнозам, вложил в первый эпизод метку, которую должны были найти именно сейчас. Сериал выходит в эфир уже 35 лет. За это время сменились президенты, рухнули банки, началась и закончилась пандемия. Появился искусственный интеллект. А вы когда-нибудь задумывались, что «Симпсоны» могут быть вашим личным предсказателем? Если вам интересны подобные истории и загадки, загляните на наш сайт whiteori.com.
Там еще больше увлекательных материалов, ссылка в описании. Симпсоны показали все это заранее, не намеками, а конкретными деталями, датами и именами. И каждый раз, когда очередное предсказание сбывалось, официальная реакция была одинаковой – совпадение. 887 задокументированных совпадений. Вероятность случайности – 1 миллиардная доля процента. Удаленные статьи, заблокированные каналы, анонимные источники, отказывающиеся называть имена. И финальная дата, вписанная в первый кадр 35 лет назад. 2026 год уже начался. В архивах сериала, в закрытых аналитических докладах, в обведенных красным датах на мультипликационных календарях. Осталось только дождаться, совпадет ли реальность с тем, что нарисовали в Спрингфилде. И если история повторится так же, как повторялась все предыдущие 35 лет, мы уже знаем ответ.